Обычно, когда вы хотите сказать «пришел» по-арабски, наверняка вам на ум приходит только самый распространенный глагол «джаа». Разве не так? Тогда давайте восполним этот пробел. В арабском самый распространенный глагол со значением «приходить» – это جاء. Имея общий смысл, он подходит почти для любой ситуации. جاء القطار. Прибыл поезд. جاء الحصان. Прискакала лошадь. В обоих случаях используем один и тот же глагол. Примеры из Корана. جاء رجل. Пришел человек. جاء ربك. Пришел твой Господь. جاء الحق. Пришла истина. جاءت سيارة. Пришел караван. Второй глагол в значении «приходить». أتى. Также весьма распространенный. Это аль-хабар. Дошло известие. Это аль-джейш. Пришла армия. Часто звучит более абстрактно, образно, особенно в классическом и кораническом языке. Фразы типа «время пришло» очень естественно выражаются через это. Например, сура «Пчелы» начинается так. أتى أمر الله. Наступит повеление Аллаха. И в начале суры «Инсан» мы видим этот же глагол. هل أتى على الإنسان حين. Разве не прошел над человеком срок? Здесь глагол используется образно, в паре со словом «хин» – время, период. Третий глагол в значении «приходить». Обычно значит прийти в какое-то место, присутствовать, являться куда-то. حضر. Быть готовым. Приходить куда-то, где ты обязан быть. То есть прийти на урок, на собрание, на программу, на лекцию. حضرت الاجتماع. Я принял участие в собрании. حضرت الدرس. Я был на уроке. حضرت العرس. Прийти, присутствовать на свадьбе. حضرت الحفلة. Я был на празднике. Основное значение прийти и присутствовать. Есть элемент прихода, но главное – факт присутствия. В Коране этим глаголом описывается приход смерти к человеку. إذا حضر أحدكم الموت. Когда к одному из вас приходит смерть. Четвертый глагол وصل. – достичь, прибыть, добраться. Например, когда вы возвращаетесь из путешествия, ваш друг может спросить вас, когда вы прилетели. متى وصلتم. Этим же глаголом выражается получение почты, وصل البريد. сообщение, وصلت الرسالة. доставка карго. وصلت الشحنة. Значение «дойти», «достичь», «получить на руки» настолько сильное, что когда мы читаем салаваты пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и посылаем ему приветствие, мы говорим: «О Аллах, доведи вассаль, награду до пророка». То есть мы просим, чтобы награда достигла его, дошла до него, пришла к нему. В Коране этот глагол встречается в форме настоящего времени. «Ясылю». Пятый глагол. قدم. Связь этого глагола со словом «нога» قدم. достаточно сильная, как бы вступил на территорию. Обычно обозначает прибытие в город, в страну или в какую-нибудь местность, или возвращение откуда-то. قدم إلى مصر. Прибыть в Египет. قدم من الحج. Он прибыл из Мекки, вернулся с хаджа. В Коране есть один пример с этим глаголом. قدمنا. Переходим к шестому глаголу. أقبل. Обычно употребляется с предлогом «аля». В значении не просто прийти, а прийти с желанием, с интересом, с энтузиазмом, устремиться с радостью. В Коране он встречается в аяте, где описывается, как жители рая приблизятся друг к другу أقبل على. и будут беседовать, расспрашивая друг друга. Да сделает нас Аллах соседями в раю. Аминь. Седьмой глагол ورد. имеет особое значение. Его исходное словарное значение – верблюды или караван, пришедшие к воде, к источнику. Но со временем это значение было утеряно и сузилось до значения просто «прийти». Однако в Коране он используется именно в значении «прийти к воде», приход пророка Мусы к воде Мадьяна. ولما ورد ماء مدين.
Этот глагол также используется в значении прийти или быть упомянутым. كما ورد في القرآن و كما ورد في الحديث الشريف. Как пришло в Коране, как было упомянуто в хадисе. كما ورد في القرآن ورد في الحديث. Следующий глагол чаще обозначает не физическое достижение места или прибытие, а скорее образное логическое завершение. وافى Прибывать, наступать, достигать. Чаще встречается в классических текстах в связи с приходом срока или смерти. وافاه الأجل وافاه الموت وافته المنية. Все это выражения, описывающие приход смерти к человеку. И у нас остался последний глагол, وفد который означает прийти, прибыть, но не одному и даже не вдвоем, а группой, делегацией, караваном, коллективом. Глагол происходит от слова «вафд», множественное число «уфуд», в значении «делегация». В исламской истории есть год делегаций, когда к нашему пророку в Медину приходили многочисленные делегации арабских племен. سنة الوفود. Итак, глагол «вафада» означает приход группой, делегацией или караваном. Поэтому им описывают, например, приход паломнических караванов или прибытие делегации на международную встречу. В Коране, в суре Марьям, 85-й аят, говорится, что богобоязненные придут к Аллаху, предстанут пред милостивым общинами, группами. Там используется именно этот глагол. Вафдан. Вот так вот глагол «прийти» конкретизирует смысл аята. Итак, мы рассмотрели набор глаголов со значением «приходить» и обратили внимание на их оттенки. Это 9 глаголов. Джаа – самый распространенный общий глагол. Ата – часто в значении «наступать». Хадара – прийти, присутствовать, быть готовым. Васаля – достичь, прибыть. Падама – вступить на землю, прибыть в город или страну. Акбаля – прийти с желанием, устремиться. Варада – прийти к воде или быть упомянутым. Вафа – прийти в указанный срок или прийти времени или смерти. Так и есть. Ангел смерти не опаздывает или не приходит заранее. Он всегда приходит вовремя, в назначенный час. И последний глагол «вафада» – прийти группой или делегацией. Возможно, вы заметили, что почти половина глаголов «приходить» начинается с буквы «вау». Вау! В арабском есть еще много слов со значением «прийти». بادر إلى ذهني. Мысль пришла в голову. خطر ببالي. Пришло на ум, вспомнил. نزل بفندق. Прибыл в отель, чтобы расположиться в нем. فرق قومه. Прийти к своему народу внезапно, ночью. Слов с одинаковым смыслом, но разным образом действия очень много. Да, охватить все глаголы в значении «приходить» в арабском языке невозможно. Поначалу может показаться очень запутанным, что слово «пришел» в арабском выражается по-разному. Но прежде чем хвататься за голову от ужаса из-за множества вариантов, вспомним, что в русском тоже есть слова, которые способны поставить в тупик. Идти, ходить, лететь, летать, ехать, ездить. Изучающим русский можно только посочувствовать.